Сегодня рассматриваем загадочный аркан Таро, который вызывает жуткий трепет у клиентов и философские размышления у тарологов. Карта «Смерть». Чума пришла в Европу в 1347 году и унесла до половины населения. На этом фоне рождается одержимость темы разложения. Не как мрачная эстетика, а как способ пережить коллективную травму. К 15 веку это достигает пика, одновременно с появлением Таро. В то время средневековая культура переходила к гуманистическому пониманию личности. Акцент сместился со смерти как освобождения от этого грешного мира на смерть как конец индивидуальности и наслаждения благами жизни. Также беспомощность любых сословий перед смертью проигрывается еще до начала чумы с конца 13 века. Литературная тема «Трое живых и трое мертвых» описывала историю, когда папа, епископ и король встречают в лесу 3 живых трупов, и трупы произносят популярный средневековый мем. Кем вы являетесь, тем мы когда-то были. Кем мы являемся, тем вы станете. Элиты тщательно поддерживали дистанцию с простыми смертными, но чума разрушила иллюзию. Это вылилось в популярный образ – смерть, уравновешивающая всех, от императора до ремесленника. И теперь у нее в руках лук и стрелы. Второй этот мотив почти не встречается. Лишь в колоде Висконти Сфорца смерть вооружена луком. Но существует также образ смерти, сидящей на коне, и он возникает на картах Таро в 15 веке. «И я увидел коня бледного цвета, а сидящий на нем имел имя Смерть, и ад следовал за ним». Карта смерти в колоде Карла VI и Болонского Таро сочетает в себе тему апокалипсиса с изображением смерти, косящей косой людей разных слоев общества. Образ смерти в виде мрачного жнеца, косящего людей, появляется в искусстве после чумы. Но он не появляется в колодах Таро до возникновения Марсельского Таро в середине 17 века. В Марсельском Таро и Таро Висконти Сфорца название карты отсутствует, и она называется безымянной картой, что часто подразумевает более широкое значение, чем буквально смерть. В Марсельском Таро образ неоднозначен, руки словно прорастают из земли, как растения. Возможно, это новое поколение, появляющееся после того, как старое будет убрано. А в 18 веке с ростом популярности гадальных книг смерть в Таро закрепилась как трансформация, а не финал. Французские оккультисты, такие как Элифас Леви и Освальд Вирт, развивали марсельскую традицию, усиливая идею смерти как трансформации. Смерть у них не конец, а очищение. Старое уходит, чтобы дать место новому. Ну и в начале 20 века карта «Смерть» Уэйта Смита возвращается с образом позднего средневековья, изображая смерть на коне, топчущую людей разных рангов. Ну а сейчас трактовка смерти как неизбежной трансформации жизни прижилась полноценно. И только малосведущие второй люди тяжело вздыхают в тот момент, когда этот аркан появляется перед ним на столе. Вот такое вот выдалось у нас путешествие сквозь века по аркану смерть. С вами был Богдан Дарк. До встречи!